2022 года. Нижний Новгород. Галя и ее муж Василий только вернулись с отдыха на Мальдивах. Дома их ждали сыновья – Савва и Тихон. Пока не было родителей, с ними жила няня. Для всех вокруг Мельниковы – яркий пример идеальной семьи. Замечательные дети, успешный бизнес, прекрасная квартира. Они все время вместе. И как трогательно глава семьи заботится обо всех. Когда Елена, мама Гали, в последний раз разговаривала с дочкой, ей тоже казалось, что все в порядке. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Особенно, если вы хотите знать, что потом после видео происходит с нашими героями, вы можете узнать прямо от них, потому что они всегда приходят в наш телеграм-канал и пишут об этом. А они только прилетели, и Галя сказал: мам, мы должны в себя немножко прийти, немножко отдохнуть, так сказать, с дороги, то есть и вещи разобрать. Давай через 3 дня приезжай. А через 3 дня это случилось. Семья нижегородского бизнесмена Василия Мельникова, включая 2 маленьких детей, найдены убитыми в своей квартире на улице Минина. Им с женой было чуть за 40, сыновьям 4 года и 11 лет. Все были найдены с ножевыми ранениями. Погибшая семья была найдена в своей элитной квартире с признаками насильственной смерти. По пока не подтвержденной информации, тела убитых обнаружила няня. Подъезд оцепили правоохранители. На месте работали следователи и оперативные сотрудники. Следов проникновения в квартиру выявлено не было. Лена, а как вы узнали о случившемся? Я ехала в автобусе, позвонил телефон. Звонит мой брат. Я говорю: подожди, я выйду из автобуса, плохо слышно. Я вышла из автобуса, он мне говорит: ты когда Галю видела? Позавчера, я говорю, я с ней разговаривала, договорились, через 3 дня поеду. Я говорю: а чего? У меня сейчас дочь сидела в интернете и прочитала, что на Минина в Галином доме случилось убийство. Убита вся семья. Я, конечно, домой галопом прибежала с остановки, начала звонить. Дочь трубку не берет, зять трубку не берет, Сава трубку не берет. Звоню няне, на нянин телефон отвечает следователь. Следователь такой-то. У меня телефон из рук выпал. Подобрала, говорю: это что, правда? Это убили мою семью, моих детей? Он говорит: очевидно, да. Приезжайте. Я тут же вызвал такси, поехала. Там уже куча корреспондентов, куча зевак народу. Меня в квартиру не пустили. Я живу за городом. Я только узнал час назад. А вы кто? Мама. Чья? Галина. Женщина? Я не могу говорить, извините меня. Я не могу в это поверить, я не могу говорить. А что вам сообщили? Извините, мне сообщили, что нашли 4 моих внуков. Нашла их няня Наталья Валентиновна. А мне она сказала: да, Наталья Валентиновна, что она пришла, открыла дверь, в квартире полумрак. Ну, как всегда, жалюзи на ночь они закрывали. Зашла в детскую, включила свет, подошла к Тишечке. А Тишечка лежит весь кровавленный. Уже даже наверх она не полезла смотреть на Савву. Она выскочила в коридор, стала звонить Маше. Маша – это главная помощница Василия по бизнесу. Он – владелец успешной компании, которая поставляет из Европы медицинскую технику и оборудование для лабораторий. А Маша ей говорит: Наталья Валентиновна, вызывайте скорую и полицию. Она говорит: Маш, что-то случилось, что-то нехорошее. Из коридора. Вот. Вызвала милицию, вызвала скорую. Это вот то, что няня мне сказала. То, что увидели полицейские в квартире, было похоже на жестокую расправу, как будто действовал безжалостный убийца. В детской на 2-ярусной кровати лежали Савва и Тихон с множеством ножевых ранений. Галину нашли в спальне, ее тоже зарезали ножом. Тело главы семьи было в ванной, а рядом с ним записка. Елену отвезли в Следственный комитет. И уже там ей сказали, что, возможно, Василий сам расправился со своей семьей, а потом и с собой. Там до вечера просидели.
Я была никакая, я даже не помню, что я там говорила. Я только говорила, этого не может быть, этого не может быть. И это не Вася, это не Вася, этого не может быть. И это вообще плохая идея, Вася. Рули. Пригласи меня в машину. Тихон. Позови маму. Скажи, мама, садись на Биби. Садись в Биби, мама, да, садись в Биби. А вы еще сказали, что когда все случилось, вы подумали, что, возможно, это партнер совершил это убийство. Да, я подумала, что это заказное убийство. И все так подумали. Все друзья и все знакомые подумали, что это связано с бизнесом. Потому что до того я не замечала за Василием, чтобы он был там что-то с головой не в порядке. И никто не верил в это. И я не верила. Я вообще не могла даже поверить, как это можно поднять руку на собственных детей. Еще жену в порыве ярости, там, ревности или чего-то, ну, к дочери моей тоже не относится. Она была очень порядочным человеком. И она ему не изменяла и ничего. Вот это лучше, да. Не надо шарить руками по бассейну, я переживать начинаю. Комментарий без переживаний. Давай. Успешный бизнес Василий строил довольно долго, лет 20. Работал с партнером, но начались конфликты, и они расстались. Партнер получил свою долю, но суммой был недоволен и, по словам Елены, угрожал Мельникову. Он был золотой дилер по поставке, значит, медицинского оборудования и лабораторного от Калининграда, вот до Сибири это точно. Но партнер был не очень порядочный товарищ. Он увлекался и выпивкой, женщинами. Ну и, короче, часто он попадал в аварии, лежал в больницах, уезжал к себе на родину, на Кавказ. И Василий решил ему отдать часть капитала и сказал, что я больше с тобой дел иметь не хочу, не буду. Тот ему пригрозил, что я тебя урою, как там это у них называется. Ну и Галя наняла Вася охранника. Он что, был миллиардер или это вранье? Он был не миллиардер, но рублевый миллионер он был уже вот, на момент этот. Ну, я знаю, что как минимум 40 миллионов на его счетах было на фирме. Партнер со временем вроде бы притих, но после жестокой расправы со всей семьей о нем и о его угрозах сразу вспомнили. Потом мне соседи сказали, девушка, она мне сказала, Елена Фаиловна, у нас ночью отключали свет часа на 2. И мне показалось, что кто-то входил в подъезд, в их, потому что свет отключили, видеокамера на подъезде отключилась, у них видеодомофон отключился, мы и подумали, что заказное убийство, отключили свет специально. И могли позвонить, постучать в дверь и сказать, что пришли электрики наладить освещение. И Вася мог им открыть дверь, думаю. А под дулом пистолета или с лезвием у горла можно ведь написать любую записку и сделать все, что они скажут, лишь бы только детей не тронули. И я ни секунды не сомневалась, что это было заказное убийство, говорю еще раз. Вполне понятно, что когда убивают семью миллионера, первые мысли, наверное, это враги, его заказали. Но Василий все сам объяснил в записке, которую нашли около его тела. «Любимые мои Галечка, Савушка, Тишечка, я всегда был с вами при жизни и заботился о вас. Буду с вами и после смерти. Это единственный способ. Не желаю жить в мире, где за нас все решили, перечеркнув 20 лет ежедневных усилий. Слишком люблю вас, чтобы оставить одних». Когда происходит такое, очень хочется разобраться. Вот вроде бы нормальный человек, строит бизнес, много работает, отдыхает тоже отлично. Ну такой, как вы или я. Вот такой вот мой или ваш идеальный сосед. Еще у него отличная семья, жена красавица, 2 прекрасных сыновей. И вдруг такой чудовищный поступок. Так что же происходило с Василием накануне трагедии? У нас получилось узнать детали, о которых не рассказывали журналистам. Из рассказов окружения семьи и из материалов судебно-психиатрической экспертизы. 22 марта – день убийства. Василий на работе, но кажется каким-то непривычно тихим и задумчивым.
Ну, Маша тоже сказала, что он с работы ушел раньше в этот день, в последний, когда это случилось. Ушел с работы пораньше. То ли плохо себя почувствовал, то ли чего. Ну, короче, уехал. Ну, он как хозяин мог себе это позволить. Но Машка тоже сказала, что ничего такого странного она раньше за ним особо не замечала. Последней всю семью живыми накануне вечером видела няня младшего сына, 4-летнего Тихона. Я спрашиваю няню: Наталья Валентиновна, вы уходили вечером? Я говорю, может быть, они ссорились или что-то? Она говорит: Елена Александровна, все было как всегда. Он сидел в кресле, пил кофе за компьютером, Галя сидела за столом за компьютером. Вот маленького я уложила, и в 9 часов я ушла домой. Но некоторые странности няня все-таки заметила. Начались они после возвращения с Мальдив. Вот слова няни. Прежде все время жизнерадостный человек стал каким-то заторможенным, мог долго смотреть в одну точку и часто закрывался в комнате. Няня не знала, но близким друзьям Галина рассказала, что после Мальдив прямо с самолета Галя повезла мужа к психиатру. Это было за 5 дней до трагедии. Галина и Василий уехали отдыхать на 2 недели. Хотели вдвоем в романтической обстановке отметить день рождения Василия, 44 года. Вообще дни рождения в семье всегда отмечали особенно. Вот они в январе поздравляют Тишечку. Так ласково его называли родные. С днем рождения тебя! Загадай желание. Желание сначала загадай, подумай, а потом задуй свечкой. Давай. I saw him last time 4 years ago when we were bowling in Miami. Yeah, really. Какой ты большой вырос, поздравляю его! Саве было 11, а Тишечке только в Новый год исполнилось сочельник. 6 января ему 4 года. Они отмечали в Дубае. Вот у меня фотографии лежат, вот, где они, к ним прилетал волшебник в голубом вертолете. Они все летали на вертолете в день рождения в Дубае. Это Савочка маленький, когда им был годик с небольшим. Наверное, только ходить научился, только-только стал ходить. Это Савочка уже в школе. Это, наверное, в 1 классе. Да, в 1 классе. Это они тоже в Дубае. Я говорю, все было прекрасно, все было превосходно, были счастливы, влюблены. Вот. Они вообще всегда много путешествовали семьей, иногда без детей, чтобы побыть вдвоем. Мельниковы уже 16 лет в браке, но им все так же интересно вместе. И вот вроде отдых, красота, шикарные пляжи, но с первого дня что-то пошло не так. Галя призналась подруге Кате, что начался сущий ад. Катя, о чем вы говорили и была ли она встревожена состоянием Василия? Наш последний разговор состоялся с ней 21 марта. Когда они были в путешествии, я ей тоже писала, интересовалась, как у нее там проходит отдых. И она мне как бы тут вкратце написала, что все очень плохо. Это был март 2022 года. Время, когда Василий понял, что вся его привычная жизнь рушится. Ситуация в стране и в мире такая, что компания, которую он строил 20 лет, может моментально прекратить существовать. Он представил свой бизнес. Поставок техники из Европы больше не будет. Валютные операции невозможны. Он становится банкротом. И от этих картин перед глазами он никак не мог отделаться. С самого начала отпуска он начал много пить, хотя раньше такого никогда не было. И как-то в опьянении сказал Гале, дальше цитата, что проще всего в сложившейся ситуации бросить все и самоудалиться. Они боялись войны, зять боялся войны, что он останется нищим, что у него не будет бизнеса. И на этой почве, видно, у него, говорит, что-то случилось с головой. Как потом признавался сам Василий, дома не было времени оценить масштаб событий, а в отпуске стал думать об этом. Появилось чувство тревоги и безысходности. Гале удалось уговорить мужа больше не пить, и он ее послушал. Но переживания никуда не делись. А потом начались проблемы с деньгами.
Она сказала, что у них отменили рейс, через несколько дней заблокировали карты, у мужа случился нервный срыв, что сейчас они пытаются там принять какие-то меры, чтобы вернуться, купить билеты через третьи страны. И, конечно, состояние ее было очень волнительное, тревожное. Она сказала, что она прошла, можно сказать, через ад, потому что, когда все это произошло, он был в очень плохом состоянии, отказывался от еды. Она говорит, я его водила за руку, то есть он полностью ушел как будто в себя, отказывался от какого-либо общения. А как вам кажется, это было что-то новое, но она была удивлена, поражена, или что-то подобное было и раньше? Поведение Василия, я имею в виду. Насколько она была шокирована происходящим? Да, я уверена, что это было новое, что это было что-то очень страшное. Ну, у нее, вы знаете, у нее была очень природная такая сильная интуиция, чутье. Она видела какие-то там опасные моменты, еще что-то. То есть она часто говорила, что там, ну, например, в бизнесе, да, она могла что-то прогнозировать. У нее очень такой аналитический ум был, склад ума. И то, что даже в этой ситуации она сразу поняла, что ситуация вышла из-под контроля и что человеку срочно нужна помощь, то, что произошла какая-то очень страшная трагедия, что у человека просто рухнули, наверное, какие-то внутренние опоры, да, что он попал прям в какое-то вот это страшное состояние. О том, каким кошмаром стал этот отдых, мама Галины не подозревала. Дочь не хотела ее расстраивать, и только потом Елена узнала детали от друзей и коллег. Ну, Галя писала оттуда Маше, Васиной помощнице, она же оставалась на хозяйстве, как говорится, на бизнесе. И мне Маша сказала, Галя мне писала, что я последние 3 ночи вообще не сплю, у меня Васька с ума сходит, собирается утопиться. Вот мы сейчас говорим, лучше бы он там утопился. Как бы тяжело-то не было, пережили бы, чем потом. Вот в общем, что-то там случилось. Галя в ужасе, она не знает, как помочь мужу выйти из полной апатии. Она находит там же русскоговорящего врача. Он выписывает Василию какие-то успокоительные препараты. И Василия вроде бы как немного отпустила, но ненадолго. Когда они летели обратно, у него случились панические атаки, то есть она сказала, я прошла через ужас просто. По прилету она тут же повезла его в клинику показать врачу, потому что она сказала, ну, я считала, что у него случился психотический срыв. Там, она говорит, меня успокоили, сказали, что это всего лишь невроз на фоне стрессовой ситуации, и выписали лекарства и отпустили домой. Для Мельниковых компания – это дело, в которое вложено много-много лет и души. После отпуска Василий расскажет врачу-психиатру. Все, что нажито непосильным многолетним трудом, я бизнес 20 лет поднимал до этого уровня, может прогореть. Она сказала, что мужа она в таком состоянии никогда не видела, что это было просто ужасно. Катя, я вас чуть переспрошу. Смотрите, вообще обычные люди не говорят психотический срыв. Для этого нужно быть, несколько посвященным в медицину и слегка психиатрию. Как бы это ваша формулировка или Галина формулировка, и почему вы обе разбирались в этом? Вы знаете, это чисто ее слова. Я говорю дословно. Я думала психотический, врач сказал невротический. Вы знаете, во-первых, Василий, он все-таки заканчивал медицинский университет, да, у него было медицинское образование. Они работали в этой сфере, связанной с медициной. И они очень трепетно относились к здоровью. То есть постоянные чекапы, постоянное обследование. Она очень много читала, она была очень образованной человеком. И даже, например, у меня возникали какие-то вопросы по здоровью, я ее называла так в шутку профессор Мельникова, потому что я могла ей позвонить, и она мне могла объяснить, что-то подсказать. Врач поставила диагноз – депрессивное расстройство, текущий эпизод умеренной степени тяжести. Василию предложили лечь в больницу, он отказался. Сказал, что ему уже лучше, и дальше цитата со слов врача: «Сейчас надо собраться с мыслями и решить, как жить дальше. Нужны силы, чтобы разработать стратегию». И ничего плохого он творить не собирается. Врач прописала ему антидепрессанты и успокаивающие процедуры. До трагедии оставалось 5 дней.
Что же происходило в эти 5 дней? Это известно довольно подробно из опросов окружения Мельникова в материалах следствия. Галина рассказывала подругам, что Василий 2 дня лежал в постели и смотрел исключительно в потолок. Потом вроде бы взял себя в руки и начал думать, как жить дальше. Вот что он говорил врачу-психиатру на очередном и, как оказалось, последнем приеме за день до событий. Чувствую себя комфортнее, вышел на работу, стал более собранным, могу, наконец, продумывать стратегию работы. Но при этом признался, что иногда пропускает прием таблеток, потому что не хотел бы к ним привыкать. И снова отказался лечиться в больнице, справиться сам. Сотрудников компании Мельникова решили отправить в отпуск. И надо было как-то перестраивать всю работу или вообще закрывать компанию. Еще решили, что с помощниками по дому тоже придется расстаться. Галя говорила подруге: чтоб тебе было понятно, что творится, мы увольняем домработницу и повара, потому что нам нечем платить. Или вот такой вроде бы бытовой, но показательный эпизод. Василий сам сходил в магазин и принес масло и туалетную бумагу, которые стоили на порядок дешевле, чем они покупали обычно. Сказал, что теперь надо на всем экономить. Настроение у него было все такое же подавленное. На последнем приеме у психиатра он сказал, что спит лучше, но тревожность сохраняется. А позже врачу позвонила Галина. Она рассказала, что Василий спросил ее, не хочу ли я вместе с ним и детьми на облачко. Галя была в ужасе. Она ответила мужу: соберу детей и уйду, если ты не возьмешь себя в руки. Об этой ситуации Галя чуть подробнее говорила и подруге, что после слов про облачко она двинула его по харе, так и выразилась, и сказала: только попробуй сделать что-то со мной и моими детьми. Василий ответил, что неудачно пошутил. Признался, что не принимает таблетки, но уже чувствует себя хорошо. Извинился, что расклеился и больше подобного себе никогда не позволит. На следующий день, глубокой ночью, он возьмет нож и выполнит свое страшное намерение. 23 марта 2022 года. У красивого сталинского дома в центре Нижнего Новгорода много полиции и журналистов. Они расспрашивают соседей о семье Мельниковых. И видно, что люди в шоке. Очень хорошая семья была. Они ссорились? Никогда в жизни. Потому что там любовь, не знаю какая. Хорошая семья была. Ничего такого не было абсолютно. Образцово-показательная семья была. Это его вторая жена. Первый разошелся, а с этой любовь, согласие, дети. Что происходило глубокой ночью в квартире, можно только предполагать. Скорее всего, Василий дождался, пока все заснут. Он был абсолютно трезвый, как потом показала экспертиза. Он взял нож, точнее было найдено 2 ножа со следами крови. Сначала Василий пошел в спальню, где, приняв снотворное, после всех переживаний за мужа, крепко спала Галина. А потом пошел в детскую, наносил удары ножом несколько раз, чтобы наверняка. Дальше написал записку, пошел с ножом в ванную. И все сделал так, чтобы точно не выжить. Мельников по образованию врач, поэтому знал, что и как делать. И все было кончено. Елена только спустя несколько дней нашла в себе силы зайти в эту квартиру, в которой раньше было столько счастливых моментов в жизни ее дочери и внуков. Мы с племянницей зашли, и я увидела в спальню двери открытые, где на кровати, вся кровать, аж на пол стекала дочкина кровь. В детскую я зайти не могла. В детскую я зайти не могла, потому что кровать у них была двухъярусная, наверху Сава, внизу Тиша. Есть, я не знаю, как я не сошла с ума, я не знаю. Это мне, как сказал психиатр, к которому я потом обращалась, я говорю, почему я не сошла с ума? Я говорю, я должна была сойти с ума. Он говорит, у вас защитная такая реакция организма. Я понимала, что я должна сделать для них все, я их должна похоронить. Оказалось, что Василий продумал и то, какими должны быть похороны. В ту же ночь он оставил такую запись. «Тела прошу кремировать и похоронить в одной урне вместе. Буду благодарен, если сделаете так, а не положите меня без моей семьи.
и оставил деньги на похороны. Но воспользоваться ими Елена не смогла. Но деньги на похороны не пошли, потому что они были в Следственном комитете. Правильно понимаю? Да, их изъяли тут же. Вот. В этот же день, когда все там было. Василий оставил записку предсмертную, где сказал, что нас похоронить рядом с матерью в Тумботино. Он даже хотел, чтобы их кремировали, но я потом об этом узнала. Я сначала и записку не читала, я записку только через полгода прочитала. А вы их хоронили? Но деньги на похороны хоронили все, и с фирмы друзья, и было больше 100 человек народу. Вот. Друзья, коллеги. А одежду кто выбирал им? Маша, мы в квартире ничего не брали, потому что я как увидела в открытую дверь Галину кровать окровавленную, я не могла зайти в комнату, чтобы взять ее какие-то вещи. Девчонки поехали в хороший магазин, все купили. И детям, и Гале, и Ваське все купили. Вот. Одели. До событий в марте 2022 года у семьи Мельниковых планы были расписаны далеко на будущее. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tina. Happy birthday to you. Let your birthday be bright from the morning till night. Они уже знают, где хотят жить, где и как будут учиться их дети. Тишин, давай, полезли. Полезли, давай. Здесь он залезал, да? Только яблочко в зубы возьми, Тиш. Он здесь залезал, да? Вот так, да. А то он тебе будет мешать. Давай. Вот. Так, Сава, отойди. Он отсюда залез, да? У них был вид на жительство в Австрии. Они собирались вообще со временем переезжать в Австрию. У Гали там подруга, вот, и они там снимали квартиру и хотели даже ее выкупать со временем. Старший сын Савва ходил в частную школу. Вот он выступает на новогоднем празднике. Дочь, не смеялась. Что ж ты не улыбаешься, Миль? Я уже всю голову сломал. Вообще, у тебя аппарат. Нет. Колечко я тебе добил. Арену модную покупал. Театр водил. Скоморохи пели плясали. Даже мороженое из дегтя делал. Все тебе не понравилось. Младший Тишечка в садике. Дома у Мельниковых целый штат помощников. Няня, домработница, приходящий повар и телохранитель, он же личный водитель. Галина и Василий как раз из тех родителей, которые хотят, чтобы у детей было все самое лучшее. Не в смысле дорогих подарков, они тоже, конечно, были, а хорошее образование, спорт, увлечение и комфортная жизнь. Лена, а как у них родительские роли распределялись? Вот насколько вообще Василий уделял время детям, или он был полностью в бизнесе, а дети постольку-поскольку? Как это было? Он все выходные проводил с детьми. По вечерам они ходили обязательно гулять всей семьей, это обязательно. Они по центральной улице, по набережной. Это каждый день они практически ходили гулять, за редким исключением. А я каждый выходной там была. Вот. Я днем с детьми гуляла, но вечером я уезжала, и они тоже продолжали общаться с детьми. Тяжело мне стало по хозяйству трудиться. Давай хоть домработницу наймем, что ли. Ну, молодежь нынче ненадежная. Не почистит, так обчистит. Что делать, ума не приложу. И занимались во всех кружках. Савушка очень во многие кружки ходил. И борьбой занимался. Вон у меня даже его костюмчик сохранился для борьбы. Один костюмчик я отдала одному мальчику. Этот костюмчик хотела еще одному мальчику отдать. Но оказалось, что этому мальчику нужен не такой костюмчик. Вот кому-то надо будет предложить отдать, кто занимается борьбой. Савочка занимался борьбой. Вот. Детей любил он вообще, получается? Сначала очень любил, очень. И хотели второго ребенка безумно. И второго ребенка Галя рожала в Америке, в Майами.
У него было двойное гражданство у маленького Тишечки. И как отец он был прекрасный. Даже Галя мне говорила: ой, хорошо, что у меня Васька доктор. Я даже ногти боюсь ребенку стричь. Он сначала все и купал, и ногти стриг. Вот, ну, очень даже был хорошим отцом сначала. Прям изумительным отцом был. Можно было только позавидовать. И мужем был хорошим. Возможно, Мельникову хотелось, чтобы у его детей все было по-другому. Не так, как в детстве у самого Василия. Давай. 7, 8 ниже, 9, 10, 11 ниже, 12, 13, 14, 15, ниже, 16, 17, 18, 19. Не считается, 20 делаем нормально. 20. Момент, хочу уточнить у вас. А вы в курсе были семейной истории Василия? Говорила вам Галина? Галя говорила, что Вася недолюбленный ребенок, и она его тоже окружала заботой и любовью. Мать у Васи тоже была врач, и отец тоже врач, все они врачи. Он до 7 лет жил с бабушкой. И только когда мать вышла замуж второй раз и родила ребенка, они в 7 лет Васю к себе перевезли в эту Собинку Владимирской области. И там, значит, Федор его усыновил, чтобы жить под одной фамилией, ну, ребенок тем более безотцовщина, так сказать. И он его усыновил. И Василий стал Мельниковым. И в институте, говорю, он жил на стипендию, подрабатывал, как тоже дочь говорила. Бабушка ему из деревни привозила там овощи, фрукты, там, ягоды, варенье, соленье. И когда я им что-то предлагала взять из дома, Вася говорил: Елена Рафаиловна, Бога ради, ничего не надо. Я наелся в студенческие времена и соленьями, и вареньями. Мы ничего не берем. Брали только они у меня либо грибы, грибочки хорошенькие, ну, пироги, пельмени я еще им делала. Они очень любили пельмени. На последнем приеме у врача-психиатра за день до трагедии Василий говорил: «Последние 5 лет своей жизни я чувствовал себя вполне самодостаточным и довольным жизнью человеком. Я смог наконец-то отойти от тотального контроля в бизнесе. Это как раз то, чего я и хотел достичь. И достиг. Я не хотел большего, но и на меньшее я не готов». А Галине признавался: «Я не боюсь смерти, я боюсь умереть никудышным». Уже во время следствия выяснилось, что Василий не первый раз переживал кризис, связанный со страхом потерять компанию, со страхом стать, как он говорил, никудышным. За год до этих событий, в 2021-м, в компании была серьезная налоговая проверка. Василий очень переживал, перестал спать, стал раздражительным и агрессивным. Мама Гали не знала о проблемах на работе, но заметила, как зять изменился. Грубоват стал, рисковат, грубоват. Даже иногда приезжаю, если раньше: ой, Елена Рафаиловна обнимет, поцелует, вы у нас вторая мама. У нас единственная мама, поскольку его мать в 50 лет умерла. Еще, они с Галей не были знакомы даже еще тогда. То последний год он, да, я замечала, конечно, его поведение. Потом он стал обижать старшего сына. Мог ему дать подзатыльник, мог на него накричать. И Савка, совеночек мой, он его уже стал бояться даже. Он: папа, подходит к нему уже прям дрожащим голосом: папа, я вот то, папа, я вот это. Еще маленького он приласкает, а Савке могу и подзатыльник дать. И Галя мне не говорила такие подробности, но она делилась с подругами, она нас щадила. Мы же 2 больных человека, у меня диабет, у отца 3 инфаркта было, поэтому она нам негативное ничего особо не рассказывала, только позитивное. Как съездили, как отдохнули. Вот последний год он стал груб, резок. Я говорю, на Савку наезжал частенько, кричал на него и даже стукал. Еще к Тишечке терпимо. Единственное, что Тишечка плохо ел. Вот он, конечно, его пичкал через силу, аж ребенка тошнило. И тоже орал, когда его кормил, тоже орал на него: давай ешь, давай глотай. Вот. В общем, последний год вот был таков. А что такое стукал? Что такое стукал? Ну, мог ребенка по голове там
щелчка дать, по попе стукнуть, как хлопнуть. И даже иногда довольно сильно. Видели такое вы? Я сама лично не наблюдала, но когда он орал на Савку, и тот ко мне бежал: бабушка, типа защити. Я брала его на руки, Вася орал: Елена Рафаиловна, отпустите ребенка, я сам разберусь. Я готова была сама Васе, так сказать, заехать за то, что вот как он относился. Но я вынуждена была молчать, иначе бы он мог просто авторитарно запретить мне приезжать, только всего. А Галя что в эти моменты делала? Ну, она говорила что-нибудь? Как правило, Галя не вмешивалась, когда Вася орал на детей. Она тоже считала, что вроде, может быть, мужская, так сказать, и отцовская власть должна проявляться как-то. На Галю нет. Он на Галю никогда, я не слышала, что он на Галю повышал голос или кричал. Никогда. Этого не было. А на детей было. Возможно, такие у Василия были методы воспитания. Или он срывался из-за проблем на работе. Ни то, ни другое, конечно, его не оправдывает. Из-за проверки налоговой Василий был в постоянном напряжении. Чувство тревоги, бессонница. Как раз тогда он первый раз пришел на прием к врачу-психиатру. Там решили, что это депрессивный эпизод легкой степени. Прописали успокоительные препараты и процедуры. А еще занятия спортом. Они правильно питались, они занимались в спортивном комплексе, и плаванием, и всем, чем только можно. У них был абонемент на год, вот, и дети в бассейн ходили, и во все кружки, говорю, тоже в спортивные, и в разные. Они следили за здоровьем, даже очень. А Галя тем более за его здоровьем следила. Он плохо спал. Василий, почему он занялся бегом, вот ему это помогало, его успокаивал бег, он лучше спал. Налоговая проверка никаких нарушений не выявила, и Василий вроде бы успокоился. Казалось, он стал прежним до марта 2022 года. Какой вывод сделали судмедэксперты? Там, конечно, будет много терминов, но я попробую объяснить простыми словами. У Василия были все признаки реактивного психоза. Такое случается из-за сильного потрясения. Как правило, это состояние временное и быстро проходит. Правда, это зависит от характера человека. Что эксперты узнали о характере Василия? Целеустремленность, убежденность в своей правоте, воинственная готовность отстаивать действительные или мнимые права, подозрительность. Все это типично для застревающей личности. Это если очень простыми словами объяснять, когда человек зацикливается на какой-то эмоции, застревает в ней и все время к ней возвращается. Для Василия это был страх перед будущим. Как пишут эксперты, он постоянно думал об этом. Он был просто поглощен мыслями о грозящем несчастье. И он нашел единственный выход, как избавиться от будущих страданий. Причем решил избавить он не только себя, но и всю свою семью. И дальше очень важно, это решение не было принято в состоянии аффекта. Его действия были обдуманными, формировались постепенно, он все спланировал. Но такое психическое состояние нарушает способность критически мыслить. Василий, как решили эксперты, не осознавал опасность своих действий. Папа, ты промахнулся. Маленько не долетел. Василию в том его состоянии казалось, что он спасает семью, и у него нет другого выхода. Хотя раньше он все время советовался с женой, что делать, как лучше поступить, если проблемы в бизнесе или в семье. Галя у него, она и как и жена, и друг, и партнер, и товарищ, и любовница. Отношения были очень хорошие, очень бережные. Они друг другу были такой опорой, поддержкой. Она всегда о нем очень отзывалась, всегда с восхищением, всегда с такой поддержкой. И он тоже было видно, что все это очень дорожит своей семьей и Галей, отношением такое у него было очень трепетное к ней. Вы помните, когда Галина сказала вам, что вот у нее есть избранник,
Зовут его Василий. Как это было? Расскажите, пожалуйста. 16 лет назад она приехала, значит, с молодым человеком. Молодой человек был обычной внешности, ничего примечательного. До него у нее были и получше на внешний вид. Она уже у меня очень красивая, вон видно на фотографии. И умная вдобавок еще, знает 2 языка, немецкий и английский. Она же в Иньязе училась. Поговорив с ним, я пришла к выводу, что парень очень серьезный. Занимались они медицинским оборудованием, поскольку по профессии они врачи. И он числился там типа генеральным директором на этой фирме. Простой парень из очень скромной по достатку семьи. До учебы в Нижнем Новгороде он жил в маленьком городе Собинка во Владимирской области. После медицинского института он ушел в бизнес. При вполне, может быть, и заурядной внешности он сразу располагал к себе. Была в нем какая-то харизма. И главное, все сразу понимали, что он очень надежный, ответственный, умеет добиваться целей. Через 2 года после знакомства Галя и Василий поженились и начали строить, как они это называли, родовое гнездо. Василий человек был очень амбициозный, и он все хотел самое лучшее. Занимали денег, в том числе я у подруги занимала денег на первый взнос на ипотеку. Квартиру непосредственно хотелось купить в Нижнем, в центре, в Сталинке, в одном из лучших домов. И сделала Галя из квартиры дворец с зеркальными, так сказать, стенами, с хрустальными люстрами. И жили они. Все было хорошо и прекрасно. Сколько там было комнат? 3 комнаты, где-то около 100 квадратных метров общей сложности. Было 3 комнаты, 2 санузла, ванная и еще вот большая просторная кухня. И детская оборудованная была очень хорошо. Квартира была прекрасная на самом деле. Вот. Эта картина висела в детской, где жили мальчики. Я ее на память взяла, эту картину, и чтобы она напоминала, чтобы они были как дома здесь, как у себя дома. Смотрите, вообще говоря, ведь не обязательно из квартиры делать дворец. Чего они дворец-то сделали? В чем тут смысл? Ей хотелось родовое гнездо. Было все самое лучшее и в квартире, и техника, и мебель. В общем, у них все было. А почему это, кстати? Вот как вы думаете, вот почему? Достаточно хорошую квартиру, достаточно хорошую машину, а вот все самое лучшее, это как бы требует сверхусилий, как будто бы такой выбор. Я с вами согласна, но я еще раз говорю, Василий был очень амбициозный человек. Он вырос в нищете, впроголодь. Понимаете? Помните, «Унесенный ветром» Охара сказала: «Я никогда не буду голодать». Вот он, будучи студентом, живший впроголодь, он себе поставил такую цель, что он никогда не будет голодать, его дети тем более, и все у них будет самое лучшее. Вот это Галя как бы отчасти под его влияние в этом плане попала. Галина и Василий начали вместе вести бизнес. Оба очень много работали, что уже после трагедии рассказывали коллеги про Василия. Один из умнейших людей, уверенный, мы могли на него положиться. Но, конечно, он не был идеальным. По рассказам тех же коллег, в случае неудачной сделки он нервничал и даже паниковал. Он был вспыльчивый, быстро взрывался, мог и прикрикнуть, но также быстро отходил. Насколько они были близкие люди, условно, друзья, поддержка, партнеры? Вы знаете, это, наверное, тот случай, когда вот такое идеальное равноправие, потому что оба были такие состоявшиеся люди, да, люди с образованием, очень умные, грамотные, и изначально строили вместе этот совместный бизнес. Она всегда ездила на какие-то партнерские встречи, она помогала ему там и выбор одежды, и еще какие-то такие моменты. Один раз даже просто моя знакомая устраивалась к ним и проходила как бы с Василием собеседование, и она же видела вовлеченность Галины в его там процесс, и она его спросила: «А Галя у вас работает?» И Василий сказал: «Галина работает моей женой». То есть он в это, мне кажется, вложил такой глубокий смысл, да, и это действительно вот тот случай, когда вот такое полное равноправие и поддержка друг другу. И до замужества она работала помощником директора одной крупной фирмы тоже, но Василий сказал, когда они поженились: будешь работать на меня, в смысле сама на себя. Расширялись, и Галя тоже ему помогала. И потом особенно они поднялись в пандемию, когда все не работали, а они работали на износ, даже будучи больными. Все переболели ковидом, и тем не менее они работали, потому что лабораторное оборудование нужно всегда. Ну, понятно.
и медицинское всегда. И, в общем, вот они приподнялись тогда хорошо. Так вот чисто по-человечески. Почему он не мог сам с собой покончить? Зачем всех остальных он убил? Как вы думаете? Ну, п***л бы с собой. Остальные ему зачем понадобились? Ну, наверное, в какой-то момент, ну не то, что в какой-то момент, а все-таки семья стала для него что-то главным, и он, наверное, вы знаете, я вот так как-то, с одной стороны, я понимаю, что, возможно, это какая-то вот раненая душа, которая получила вот, да, вот семью, создал вот это все, да, идеальная такая жена, сыновья, там, да, семья, и вот быть от начала до конца вместе и уйти вместе, да, принято такое решение. С одной стороны. С другой стороны, ну, эти мысли у меня есть, я не могу их отпустить. Возможно, он, ну, тут чувство собственничества какого-то, да, потому что он прекрасно видел, какая Галя, что она была очень эффектная, умная, красивая женщина, да, и он прекрасно понимал, что она, ну, может потом и, как так сказать, попросту и без него обойтись, да, и построить свою дальнейшую жизнь. Она способна справляться была, ну, с ударами судьбы, не знаю, там, с бедностью, с переездом, не знаю, там, с... Галя, моя дочь? Да, с изменениями условий. Как вам кажется, она психологически стойкий человек? Да, моя дочь была очень стойкий человек. Она все могла. Она с отцом поддерживала всячески. Вот. Нет, она бы из любой ситуации нашла выход. Даже если бы у него бизнес развалился, она бы что-то придумала и организовала. Ее все друзья, все родственники, все, кто ее знал, все говорили, что Галина это что-то. К ней за советом без конца все друзья обращались. Вот. Она всем помогала и морально, и материально. В общем, она была очень именно... Она всего добилась сама, в принципе. Она ведь у меня ушла из школы, из обычной, в лицей для одаренных детей в Нижний, из Богородска в Нижний. Одна приехала, ну нет, я ее привезла, конечно, туда, но экзамен она сдавала одна, в день все экзамены. И даже то, что у нее по английскому здесь была 3-4, она именно захотела в английскую группу. И вы знаете, ее приняли в английскую группу. Она в течение года стала одной из лучших. Была старостой класса, она очень много, не знаю... Она без конца какие-то курсы кончала, вот, разные всякие. Так, а вы еще сказали, что у нее была сильная интуиция. Это, например, как проявлялось? В проектах, там, в бизнесе она просто как-то со мной делилась. Она говорит, вот у меня уже какое-то чутье, что я, например, мужу говорю, слушай, нужно сделать вот, например, такой выбор, принять такое-то решение. Давай посмотрим в эту сторону. И проходит какое-то время, и как бы ее прогнозы сбывались. И она говорит, вот Василий всегда так с восхищением говорил, что ты вот у меня такая умная и подсказываешь верные решения. Если бы вдруг их постигла бы бедность, а чего бы нет, в жизни всякое бывает. Да. Она бы спокойно ее приняла бы и пыталась бы найти выход? Да, это обязательно. Я в этом даже не сомневаюсь. Она даже в студенческий год подрабатывала. Она занималась рекламой, ее часто снимали в рекламе. Она ходила даже с транспарантом, с картонным, там обувь или чего-то рекламировала, по улицам ходила. Мороженым зимой торговала в зимние каникулы. И поэтому, я говорю, она подрабатывает, репетиторством занималась. Короче, работы не боялась, короче. Никакой. Она совсем бы могла справиться. Совсем. Эта девочка у меня была уникальная. Я говорю, не зря ее ребенок называл моя мама гения. Это действительно так. Мне все завидовали, говорили, какая у тебя дочь, и умница, красавица. Она была очень хорошим человеком, моя доченька. А Савушка говорил маленький, когда был, говорит, моя мама гения. Я говорю, ну не гения, а гениальная. Моя мама гения. Это как-то он один раз мне говорит, бабушка, у меня что-то с планшеткой. Я говорю, солнышко, бабушка не разбирается. Вот мама придет и все тебе сделает, наладит. Да, моя мама может все. Я говорю, ну и папа, наверное, тоже. Нет, моя мама гений, она может все, а папа у нас просто доктор. Савушка так маленький говорил, лет там 5, когда ему было. А это вот Савушкина жаба.
Там даже еще денежки какие-то есть его, Савушкины. Вот, копилочка ему. Красавица. Я уже ему потом сюда уже совала доллары. Вот. Это вот его сундучок с сокровищами, Савушкин. Он пиратский, даже видите, там пиастры, валюта еще какая-то лежит из Арабских Эмиратов. Вот. Я все это храню. Это уже память ихняя. К моменту, когда доказали, что это Василий убил свою семью, они уже давно все вместе были похоронены. Рядом. Все 4. Я решила перезахоронить останки своих детей, чтобы они не лежали рядом с убийцей. Отдайте мне останки моих детей. Я умоляю, отдайте останки моих детей. Но если бы он не был убийцей, я бы оставила. Но он убийца. Я не хочу, чтобы они лежали с убийцей. Мне делается плохо, когда я приезжаю на кладбище и вижу его крест и его портрет. Убийцы моих детей. Своих детей, моих внуков. Разве я не права? Я даже в церковь ходила, батюшку спрашивала. Я говорю, батюшка, адвокат с той стороны говорит, что там по церковным канонам не положено, тоси-боси. А батюшка сказал, это ваши дети. Тем более он убийца, это ваше право. Хоронить детей там, где вы хотите. Адвокат с той стороны – это со стороны родственников Василия, его отчима и сводного брата. Вася же был усыновлен, они им не по крови, никак они им. Они, кстати, не общались, они ведь вообще не общались. Они маленького в глаза не видели. Савушку пару раз видели, а Тишечку они ни разу не видели. Приехал вот отчим, значит, брат сводный и жена его, это Оксана. Дима и Оксана их зовут, вот, и Федор. Они приехали, но они приехали, они не дали на похороны ни копейки, они даже венка не перевезли, они только на 40 дней, и то после 40 дней появился венок от отца и брата на Васькиной могиле. Это единственное, что они внесли свою лепту, так сказать, в погребение. Во время следствия родственники Василия рассказывали, что отношения у них были хорошие, но встречались редко. Последний раз отчим видел Василия за 4 года до событий, но они постоянно созванивались. Со сводным братом Василий не встречался 7 лет. Значит, и вы решили, что стоит перезахоронить Галину и детей, потому что, когда вы хоронили, вы не знали, что это их убил Василий. Да. Я ведь тогда даже и в мыслях не допускала. Поэтому у меня только было одно: как мне похоронить 4 человек? Как мне похоронить? На что мне их похоронить? Как? И вы не хотите, чтобы они лежали рядом со своим убийцей? Да, я не хочу. Не хочу. Похоронены Мельниковы в Тумботино, как и хотел Василий, около его мамы. От деревни Березовка, в которой живут родители Гали, это километров 40. Вдобавок, там переправы, когда идет ледоход по Оке, там снимают понтонный мост. Из Павлова до Тумботина понтонный мост, его снимают. И по 2 месяца и больше его нет, там ходит паром. И поэтому мне сейчас проблематично туда добираться, и уже и по состоянию здоровья, а отец вообще не может, он задыхается. Он в такси-то он до Нижнего едет, задыхается. У него помимо сердечных 3 инфарктов еще и легкие больные хобл. Та сторона, семья Василия, они не хотят, чтобы было перезахоронение? Они не хотят категорически. Как-то Елена попыталась сама все это организовать, перевести тела без одобрения родственников Василия. Все было готово, уже пришли на кладбище. Я пыталась это сделать, но прибежал участковый, прибежали все, и адвокат позвонил, сказал: Елена Михайловна, это незаконно, это нельзя, давайте все делать через суд. И мы стали собирать документы, я даже писала нашему губернатору, потому что нам не давали очень долго ни санэпидемстанции, ни Роспотребнадзор, нам очень долго не давали никаких документов. Что сейчас? Существует ли решение о перезахоронении? Что признал суд на сегодня?
Областной суд дал разрешение, принял решение о перезахоронении мне сюда детей по месту жительства нашего, и где Галя родилась. Вот. Места у меня уже готовые. По решению суда будет перезахоронение? Мы не успели. Очень долго шли документы с областного суда к нам сюда в районный, и они за это время написали кассацию о приостановлении исполнения решения областного суда и подали кассацию. И мы не успели их перезахоронить. Теперь мы ждем решения кассации. Как только кассация будет, у меня все готово. Мне в течение дня все сделают. Оказалось, что по закону у родственников Василия много прав. И не только в вопросе перезахоронения. У них есть права и на наследство семьи Мельниковых. Это Васины родственники, так называемые. Они претендуют на все. Абсолютно на все претендуют. А финансами все, что было на Васиных счетах, они все уже давно все взяли, и они подали на раздел Гального имущества. Поскольку они считают, что Василий себя убил последним, он остался наследником единственным. И поэтому, значит, большая часть должна принадлежать ему. Юридически это действительно так. Хотя для нас, обычных людей, звучит странновато. Человек убил семью, но при этом он наследник. Мы заявляем требования о том, чтобы зять Елены Рафаэловны, Василий Мельников, был признан недостойным наследником. Мы считаем, что человек, в каком бы он состоянии ни находился, но лишивший жизни, тем более столь кровопролитным способом свою супругу и детей, не может на основании совершенного преступления обогатиться или не могут обогатиться его родственники. И вот в Следственном комитете они вообще решили, что все должно быть тихо. А там несколько миллионов и несколько сотен долларов лежит. Тысяч долларов, а не сотен. Вот, в Следственном комитете. И это все, на все они претендуют. Представляете, на все. Вот. Я только говорю, да подавитесь вы гальными деньгами. Вы мне не препятствуете в перезахоронении. Нет. Они хотят еще у меня и детей отобрать. Кости моих убиенных детей хотят еще отобрать. Значит, ну и в каком состоянии сейчас судебная история? То есть что на сегодня? Дело в Конституционном суде о признании Василия недостойным наследником. Значит, тоже еще оттуда нам ничего не пришло. А документ у нас приняли. Это я дочери стихи писала. По тебе скучают острова в Средиземном и Карибском море. И дай Бог, чтобы я была права. Будешь загорать на них ты вскоре. Будешь жить, как у Христа в раю, ни забот, ни зная, ни печали. Я хочу, чтобы девочку мою волны океанские качали. Чтобы на завтрак манго и кокосы, вечером игристое вино, пальмами поросшие утесы. Будет жизнь волшебной, как в кино. С белыми по борту полосами яхта с капитаном на борту. Салами под солнцем парусами будет ждать тебя одну в порту. Чтобы плыть туда, куда ты хочешь. Чтобы легкий бриз, не ураган. Чтобы солнце днем, а месяц ночью освещали путь твой по волнам. Лена, а вот единственный факт, я не знаю, у вас есть еще дети и еще внуки? Нет. Это была единственная дочь. Я все выходные там проводила. И не только выходные. Когда они уезжали куда-то вдвоем отдыхать или в Москву в командировку, я там могла и неделю жить, и две. Но я была только занята детьми. Но я с ними ночевала, естественно. В основном, говорю, няня утром приходила в 9 часов утра и в 9 вечера уходила. Но я все равно гуляла с ними тоже и с няней, и с ними, и по вечерам. Вот уже... Вот их спать укладывал иногда. Что вы помните последние разы, которые проводили с ними? Ну, с Саввой или с Тихоном, или и с Саввой, и с Тихоном? Да с обоими все время я была. Одного в коляске везу, другого за руку держу. А самый последний раз, когда вы с ними были, помните? Это было перед Новым годом. Они после 20-го всегда улетали либо в Дубай, либо куда-то. И дня, наверное, за 3 или за 5 до их отъезда мы гуляли. У меня вот есть даже видео, где Тишечка. Я ему говорю, скажи, дедушка, привет. Он так еще хулиганит немножко. Потом, деда, привет, сказал, деду, привет. Эй, эй, эй,
Кукулики, кукулики, кукулики. Тише, тише. Скажи деду привет. Дед, привет. Громче, громче крикни. Дедушка. Привет. Привет, дедушка. Сейчас я ему отошлю. Лена, последний вопрос. Что вас поддерживает, в этой потере? Сейчас только то, что я должна для детей сделать все. Во-первых, их перезахоронить, как я. Первый год я ни с кем не разговаривала. Я не могла даже говорить ни с кем. Я всем только сказала: никто мне не звоните, никто ко мне не приезжайте, ничего мне не пишите. Я год ни с кем не общалась практически. Потом, первой мыслью у меня было с собой, но, знаешь, это тоже грех. И вдобавок у меня больной муж, с которым мы 47 лет. Вот летом будет 47 лет, как мы живем. И он без меня, если я уйду раньше, он без меня года не проживет. Он весь больной у меня настолько, что я даже вот его сюда не приглашаю, потому что чтобы он все это не переживал по новой. И ради него, ради памяти детей я должна все для них сделать. Я их перезахороню. Через год я им поставлю самый лучший памятник. Говорят, время лечит. Но за 3 года нисколько оно не лечит. А я не знаю, когда я буду смеяться. Я давно уже не смеюсь. Давно не пою. Мы не отмечаем никакие праздники. Ни Новый год, ни день рождения. Так сидим вдвоем. Загадай желание. Желание сначала загадай, подумай, а потом задуй свечкой. Давай. I saw him last time 4 years ago when we were boarding in Miami. Yeah, really. Какой ты большой вырос, поздравляю его!